Вы помните фильм «Мумия» 99-го года с Бренданом Фрейзером в главной роли? Там звучала фраза «Смерть – это только начало». Кто бы мог подумать, что эти слова актуальны не только для древнеегипетских проклятий, но и для дня сегодняшнего. С вами Макс, вы на канале «Широко шагая», и сегодня мы в поселке Тесово, Новгородской области. Идем в сторону станции. Ух ты, ПВшка. Точнее, кузов от нее. Ну-ка, что там внутри? Еще один путь. Да, чисто голый кузов. Здесь когда-то был туалет в вагоне. Ну или купе для проводника. Окон нет. Бывшая диспетчерская. Балкончик. Эх, вот, наверное, было здорово когда-то наблюдать за прибытием и отправлением поездов, стоя на балкончике, покуривая сигаретку, ну или попивая чаек крепкий. Особенно уже в ночи, когда свет прожекторов, локомотивов, станционных. А сейчас здесь только деревья. Ну и вон там немного техники. Дойдем посмотрим. Что у нас здесь? Предприятие. Типа свинарника, мы видели там трактор. А здесь у нас СЦУшка. И дырка. К дырке ведет тропа. Ну-ка. Джеронимо! И вот мы на территории. Здесь, видимо, когда сидели Петровичи, которые открывали-закрывали эти ворота. Мимо. Путь еще есть. Антенны. Там движок есть рядом. Ага. А вот и наша... Там, здесь кто-то что-то выкрашивает. Вот объект нашего исследования. СУ-2А. Без генератора. Да, без генератора. И, судя по всему, без номера. За ней огромная цистерна. Похоже на пожарную, но туда бы дизеля залить и на край света. СУ-2А. Полезли, посмотрим, что у нас тут. Так, у нас здесь отсутствие пола, какие-то рычаги. Полезли. Так. Пульта нет. Ага. Раздатки нет. Зато есть 254 кран. Манометр. Ну-ка. Так, что здесь? О, да. Печаль. Обшивочка еще сохранилась деревянная под цвет. Ну а тут мы видим землю. Вот пол. А здесь и его нет. Ладно, полезли дальше. Даже сцепки лишена. Как ты думаешь, это цистерна. такое дизайнерское решение или так получилось? Я думаю, это дизайн. Ты смотри, какая классная. Ты посмотри, насколько выверенная форма. Угол.
придает динамику. То есть стремительный силуэт. Конечно. Здорово. Эх, строили же раньше. Не то, что сейчас. Шам-шам-шам. 78 год. Да. А, кстати, все все-таки есть. Они очень... ДМЗ. Вот это да, похоже на действующее здание. О, вьюны, вот это вообще красота. Там дверь подперта палочкой. Ну-ка. Супер, кайф. Так. Я думаю, да, там мы ничего не найдем. Там интересно, наверное. Там какие-то станки стоят. Вряд ли. Все, наверное, растащили. Красавица цистерна и СУшка. Кто знает, может быть, когда-нибудь. Конец оборвали. Не, приврал. Там было что-то вроде поста С, а вот это уже настоящая диспетчерская. Вот на этом балкончике можно было попить крепкого чаю или покурить сигарету, наблюдая, как уходят поезда на торфополя. Вон посмотрим, что внутри. Аккуратно, рельсы. Вот еще стрелочка. Да, сейчас туда дальше пойдем. Снегочист. Так, что у нас здесь есть? Тамбурок. Забавно. Лестничный марш кончается на второй ступеньке. Ну, пойдем сначала по первому этажу погуляем. Ох, даже сейчас здесь немножко прохладно. Ну вот как-то так. Дерево, эти реечки на перекрытиях. Все это штукатурится и красится. Дядя, не надо тут нам лодку раскачивать. Что ты тут ходишь? Ну-ка давай попробуй. О, целиком рабочая техника. Ой-ой-ой, ой, что вы делаете, хулиганы? Хулиганы! Хулиганы! Вот как-то так снегоочиститель работает. Бородатый дядька открывает крыло, и оно отваливает излишки снега с путей. И вот мы забрались наверх, хоть было и нельзя. Ну там дальше нечего смотреть, просто узкоколейные вагоны. Некоторые из них свалены вот здесь. Тесовское транспортное управление было передовым предприятием в свое время. Шутка ли? Около 200 километров узкоколейных дорог. Но после развала Союза огромную сеть разделили на несколько торфопредприятий поменьше. Ну вы знаете, разделяй и властвуй. А в 1994 году основные потребители торфа отказались от продукции. Вот тогда-то и приехали ребята в кожанках, как говорят местные, с автоматами, и уволокли почти все, что здесь было, ну, из металла. Рельсы, тепловозы, вагоны, все. На этом они здорово поднялись. Я думаю, сейчас до сих пор жируют где-нибудь в центре Питера. Ну а здесь осталось 16 километров трассы от Тесова 1. Ну, вот пока возят торф в котельную. И казалось бы, на этом можно историю и заканчивать. Но не все так просто. Не в этот раз. Все изменилось в 2014 году. Здесь, в Тесово, энтузиастами из Санкт-Петербурга был организован музей узкоколейных железных дорог. Парни искали, доставляли и очень кропотливо реставрировали различную узкоколейную технику. У них есть как и вполне серийные образцы, так и уникальная техника. Жемчужина коллекции – это автоматриса АМ-1, которую они восстановили совсем недавно, до полного оригинального ходового состояния. Хочу отметить, что было бы проще восстановить ее не совсем в оригинале. Дело в том, что она не отличалась особой надежностью и удобством в эксплуатации. Прожорливая, тесная, шумная. Но парней дело принципа. Они решили не идти легким путем, как это
делают в Екатеринбурге. Там какую-то коробку ставят, совсем другой дизель. Нет, они все восстановили на родных агрегатах. Теперь она такая, как была с завода, если даже не лучше. Давайте посмотрим, что у них тут есть, а что у них находится в загажниках. Ну, какая туристическая узкоколейка без ручной дрезины. В самом деле. Прицеп для узкоколейной дрезины. Целый поезд можно собрать. Красавец Ту-2. Электрическая передача, кузов вагонного типа. Настоящая гроза узкоколеек. Единственный, ну как единственный, один из минусов — это его вес. Он разбивал дороги, поэтому не везде используется. А сейчас найти такой живой, ходовой — это большая проблема. Не все экспонаты отреставрированы. Некоторые только еще ожидают, пока к ним прикоснутся руки мастеров. Вот как вот эта дрезина. Ее кабина зиловская, но не совсем. А еще для тяжелых работ у парней есть свой собственный кран. Мазурик полностью рабочий, ну иначе бы они не смогли восстановить вот этот ряд, там, ну и что-то еще. Там за гаражиком тоже виднеется. Да-да-да, работы ребятам еще хватит. Рама легкой инспекционной дрезины. Вот видите, какая у нее маленькая колесная база по сравнению со стулом. Тоже ее восстановить не будет никаких проблем. Основные элементы рамы целы. Рядом валяются запчасти. Буфер. Старая вывеска. Для того, чтобы загнать дрезины в гараж, используется вот такой вот легкий путь. Привет Даджалдору. Крытый вагон Демиховского завода. Еще одна ИСУха. Кузов ПДХи. И прибывающий тепловоз. Помимо мазурика, у ребят еще зилок. Очередная экскурсия. Дело живет. Но у парней не только автокраны. У них еще есть кран на железнодорожном ходу. Тоже комплектный, тоже исправный. Я старый коммунист, у меня еще билет за иконкой лежит. Наши придут еще повесят ни одного на столбе, да, Сонька? Повесим. Встречаются и такие вагоны. Товарно-пассажирский. Грубо говоря, грузопассажир. Можно и грузы возить, и лавок туда поставить, и народ поедет. А это уже техника поновее. Младший брат крытого вагона обычных железных дорог. Даже тележка как похожа. А вот она, самая главная лайба. Красавица АМ-ка. Каких трудов им стоило ее восстановить, одному богу известно. Ми. АМ-1. Ласточка всей коллекции. Правда, красавица? Если вам тоже нравится, напишите в комментарии. ПДшка. На обслуживание двигателя. Если не ошибаюсь, 412 мотор. Сделают и будет дальше радовать гостей и работников. А это тепловоз ветеран Ту-4. Техника до сих пор используется на узкоколейных дорогах. И на музейном экспонате вполне реально прокатиться. Не только в музее, но и по какому-нибудь леспромхозу, например. Обновили ребята вывеску. Теперь все стало еще цивильнее. Хотя мне старая больше нравилась, на деревяхах. Прикольнее. А вот это каракатица. Это путевая машина ДМ-7. Нужна она для подъемки пути, для выправки в плане в профиле и для формирования балластной призмы. Собственно, вот этой штукой она цепляется за рельсы, поднимает, выправляет. А здесь два крыла с каждой стороны. Они формируют откосы. Классная штука. Вот все самое интересное, оно всегда сосредоточено в тупичках.
Собственно, ПВ-40. 40 мест. Со шторками. Ну, используется как склад она сейчас. А это чудовище, это струк. Он формирует как раз откосы, бровки. Вот это вот все. Этими крыльями он грызет землю. А здесь мы видим снегоочиститель. Принцип такой же, как у струга, только крылья немножко в других местах работают. Они не бровку равняют, а отваливают снег. Выдвигаются такие отвалы по бокам. Ну и, собственно, все. Техника не самоходная, ставится вперед тепловоза. Классическая такая желтая яркая окраска для путевой техники. Так же, как и путевая машина ДМ, на которой очень удобно стоять. Струг. Это стронг. Какие цилиндры мощные, вы посмотрите. Огромные. Ну, естественно, такие железяки ворочать. Давайте посмотрим, что там внутри. Опа. Так, там палево. А здесь органы управления. Краны, это все на пневматике. Ага. Вот там трубы подвода воздуха. А здесь строй. Давайте-ка аккуратненько слезем. Что у нас там дальше? О, это, кстати, секретная советская разработка. Узкоколейный БЖРК. Уцелел единственный вагон, его еще пока не восстановили. Министерство обороны не рассекретило архивы по его внутреннему устройству. Поэтому он пока стоит здесь. Он замаскирован под изотермический вагон. Он даже как будто для тушек-хрюшек. И тележки подкачаны пока. Легкие такие, тоже рессоры комбинированные. Листовые и витые пружины. Буксы скольжения. Но это временно. На самом деле у него 2 трехосные телеги. И он в составе 5 таких вагонов. Ну и 3 ПВшки для командного состава. Ладно, не будем. Это еще не рассекретили. А вот тут на платформе стоит платформа. Причем платформа интересная. Непонятно, правда, на какую это колею. Неясно. И сцепка классная. Посмотрите. Не совсем узкоколейная. Скорее всего, это какая-то заводская платформа. Ну, для обжига чего-либо. Там как раз чушечки заезжают в печь. В общем, там подвеска не нужна. И сцепка тоже, без амортизации. Так, что у нас тут дальше? А дальше у нас такая платформа, только поставленная на тележке 750 миллиметров. Вот мы можем видеть сцепное. Ну как сцепное? Это что-то типа упорного буфера. Вот как раз отличие. Справа узкоколейная сцепка, а слева вот это вот, ну, наверное, внутризаводская какая-то. Вот здесь грузило. Цепляется за этот крюк. Ну, у соседнего вагона. Цистерна пожарная, красная. Ну, собственно, что про нее рассказать? Пожарная, красная, цистерна. Все. Естественно, сделано в СССР. А это хоппер-дозатор, вертушка. Используется для подсыпки грунта на путь. Сверху это бункер. А снизу мы видим подающее устройство. Крышки кто-то потырил. Залезать нельзя, но если очень хочется. Граждане, внимание! Подниматься на экспонаты запрещено. Но мы уже здесь. Ладно, нарушаем запреты. И вот внутри бункера что мы видим? Посередине перегородка. И как раз идет подсыпка. По обе стороны. А дальше за вертушкой 2 кабины тушки. 2 кабины, да на раме. И колесные пары с приводами. Коробка вон висит раздаточная. Ну, здесь, конечно, все это раздестроено, но по сути это запасные части. Конечно, непонятно, от кого эти кабины, принадлежность уже не узнать. Ну, ничего страшного. А вот цистерна немножко постарше. Обратите внимание на раму тележек. Это уже вообще олдовая. Она похожа, знаете, на Дикий Запад, вестерн. Там как раз такие вот вагоны ходили. 1800-е года.
Удивительно, но рама у нее прогнутая внутрь. И это явно не заводская задумка, это уже последствия эксплуатации. Но бочка, судя по всему, просто приколхожена. Никак она не вяжется. Скорее всего, это была платформа. А дальше на пути торфовозный, самопальная бочка, платформа с наваренными бортами, ну и заводская бочка. Затем рельсы обрываются. Какой приятный цвет у вагончиков. Практически бирюзовый. Это он не выгорел, это они так покрашены. А этот Ту-6П номер 50, рабочая лошадка. На нем в основном возят экскурсии. Пойдемте посмотрим и сравним с машиной из Куршаверского торфопредприятия. Ссылочка в подсказке на видео. Так. Ба мои. Здесь прям автобус. Такой линолеум классический. Вон сколько сидений. И вот еще. Ну-кась. Вот вы знаете, почему установлена пепельница, а курить запрещено? Ваши варианты пишите в комментарии. Так. Ну это пассажирский салон. Классно здесь, как в аквариуме. Супер. А что в кабине? Посторонний вход воспрещен. Ну ладно, нам можно. Пульт. Красавец пульт. Газуля. Передачи. Своячок. И большой экран на пневмосистему всего поезда. Куча тумблеров. В принципе, несложно разобраться, для чего они нужны. Рация. Да, у них здесь используется радиосвязь. Журнал. Ну, аналог 152-го. Класс. Мне еще, знаете, нравится вот эта вот такая... Такой вот этот материал. Это шумоизоляция. Еще приборы. Часы. Ну и верхний ряд. Такой вот вид вперед. Все, что надо, все видно просто замечательно. А когда едет задом, вид вот такой. Ну или высовываться в окошко. Флаги для ограждения. Все есть. И дополнительные места для избранных. Памятка при пожаре. Да, все серьезно. Абсолютно рабочая техника настоящая. Коврик. Ладно, пойдем. Шишига. И Т4. И еще один Т4 с дрезинами. Война войной, обед по расписанию. Столовая. Пойдем посмотрим. Надо же, правда, столовая. А вот так можно руки помыть. Отлично, белые занавесочки. Все как положено. Стульчики. То, что надо. Насладиться фотографиями. Вон можно радио даже послушать, ничего себе. Класс, ламповая. Да, настоящая столовая. Самовар. Круть. Ну, а вот сидят ребята. Часть большой семьи, часть команды. Бон аппетит, господа. Что у нас там сегодня? Печенюшки. Так. Че, есть что налить-то? Чай, кофе. Чай, кофе, ну ладно. Мы тогда пойдем. Тут такое дело. Наша дрезина уже на путях. Там дрезина парней из музея Тесовской скакалейки. Уехала экскурсия с тепловозом на линию. Сейчас поедет дрезина прикрытия, а мы следом. Давай, Днепр.
Моща! Так что заводим мотора, да вперед!